Всем привет, с вами Дэн, и у нас здесь коробочка от Proxima, один из лучших микробрендов на AliExpress. Давайте скорее открывать и смотреть, чего на этот раз я вам покажу. А здесь будет приятненькая модель, это я вас уверяю. Значит, в комплекте инструмент для замены ремешка, гарантийная карточка и вот такая небольшая инструкция-буклетик. Ну, стандартно для Proxima. Давайте коробочку в сторонку, а теперь вот такой вот чехольчик. А в чехольчике-то... Ой. Красотища. Ну, надо сначала распаковать, а потом уже продолжить. Так, значит. Чуть-чуть подзаведем красотулечку. Так. Узнаете? Внутри стоит PT5000. К сожалению, мы его не увидим, потому что глухая задняя крышка. Но внутри китайский калибр PT5000. Это, собственно, клон Silita SW200. И на выбор, кстати говоря, можно заказать либо эти часы на механизме PT5000, либо хотите, можете Silita SW200. Ну, понятное дело, будет подороже. Модель называется PX1690CC. Вот так вот, такой вот референс у нас. С текстурным циферблатом. Есть несколько версий этого циферблата. И вот они выпустили этот циферблат именно в стилистике, как вот сейчас модно, такой песочный, да, песчаный. Сан-Мартин вот выпустил, да. А все это пошло, конечно же, год назад где-то с Гранд-Сейка. Такой вот коричнево-рыжий циферблат, очень текстурный. Ну, а, собственно, профиль по корпусу, кто вдруг не узнал, то здесь ноги идут от Кристофер Уорд, да, и по корпусу, и по безелю даже, очень даже похоже, да, я бы сказал, даже в этом плане хомаж, и стрелки с метками тоже. Вот, поэтому такая тоненькая моделька получилась, как сейчас, опять же, модно, с винтажным налетом, с винтажным стилем, но вот с этой вот пушечкой, которая уже вот не первый микробренд на AliExpress и в целом используют, да, когда у нас очень-очень интересный циферблат. Я думаю, что это, наверное, все-таки главная фишка по этой модели. Тем не менее, там еще есть и сталь 316L по браслету и по корпусу. Есть водозащита 200 метров, суперлюминовая BGW9, сапфир с внутренним антибликом, купольный. И цена на AliExpress без всяких купонов, без скидок 23 тысячи рублей. Ну, давайте сразу уж глянем по размерам. Это немаловажный момент. 39 с небольшим. Высота с учетом купольного стекла всего 11,6. А без стекла, я думаю, тут будет 10,1. По браслету 20 и от ушка до ушка 46. Слушайте, ну небольшая модель, небольшая. И на моем запястье 18,5. Вот такая вот посадочка. Удобный корпус. Уже не первый раз этот корпус, естественно, вижу. И посадка, конечно, шикарная. Он очень удобный, он тонкий. Он такой немножко сужается вниз к задней крышке. Классный корпус, заводная головка небольшая, такая немножко приплюснутая и не мешается. Ну и мне нравится, конечно, знаете, вот этот вот, когда узкий безель, здесь, кстати, керамическое кольцо на безеле, керамическое кольцо, оно, может быть, немножко убирает этого винтажа, да, добавляет немножко яркости, да, если хотите, дороговизны, но все-таки большинство любит не алюминиевую вставку, да, а керамику, поэтому это, конечно же, плюс. Ну, в целом, здесь я бы сказал такое соединение все-таки, да, корпус и безель больше винтаж, а в целом часы вполне себе современно воспринимаются. Я бы сказал, что такой вот универсальный стиль. Они, по большому счету, даже повседневные. Там есть циферблат такой же, да, но серебристый. Песочный, он больше с характером, да, такой больше все-таки дать какого-то цвета этот циферблат. И мне нравится, что он именно вот с такой с окраской. Это прикольно. Потому что серебристый, ну, он может быть для меня чуть менее выразительный. Есть окошко даты здесь у отметки 6 часов. Конечно, хотелось бы без него. Но я знаю, что большинство любит с датой, поэтому что я могу с этим поделать? Давайте, кстати, глянем, что у нас про запас. Ни хрена себе, почти 6 сантиметров, я думаю, здесь. И в чем плюс? Здесь еще вот эта вот застежечка. Нажимаем, да, и можем регулировать длину браслета. Вот такая кнопочка здесь push. Опять же, примерно как у Christopher Ward.
на где-то, ну, на сантиметр можно ее отрегулировать. В общем, эти часы подойдут, ну, практически на любое запястье, и не на небольшое, и на среднее, как у меня, или на крупное даже, потому что запаса здесь много. Но все-таки максимально круто они будут смотреться на среднем и на небольшом запястье, но все-таки здесь размер 39, там чуть больше миллиметров. Хотя все зависит, конечно, от ваших предпочтений. Никогда не слушайте никого и выбирайте то, что вам кажется, вам красиво, у вас хорошо сидит. 146 на полном браслете, в принципе, часы не тяжелые. Так, и еще хотел протестировать, соответственно, сапфирчик у нас здесь имеется. Сапфирчик имеется. Ну что ж, самое время, наверное, перейти и более детально посмотреть. Ну, давайте на браслет хочется посмотреть. Ойстер стиль, да, но сколько этих ойстеров на рынке? И Proxima за последние где-то год-полтора сильно подтянула качество своих браслетов. Они всегда были неплохи по геометрии, теперь они неплохи еще и по вот такой... И резкость есть, да, резкость есть, качество полировки на высочайшем уровне, и нет какой-то прям остроты с нижней части звеньев. Раньше я говорил, может быть, где-то года два назад, что у Proxima, пожалуй, лучшие корпуса на AliExpress, и к этим корпусам теперь добавился и очень-очень приятный, приличный браслет. Здесь у нас такая литая застежечка, очень хорошая. Кстати, логотип здесь только вот в внутренней части застежки, с наружной части ничего нет. Можете хоть гравировку со своим именем сделать, будет прикольно, если вы этого хотите. Значит, зато на задней крышке есть гравировка, здесь у нас манта, скат. Ну и основные характеристики по часам указаны. Есть система быстрой замены браслета, это плюс, я считаю, что это must-have в современных часах, и Proxima здесь идет в ногу со временем. Ну вот по поводу профиля корпуса, да, нижняя часть как бы так вот сразу сужается к задней крышке, потом у нас идет полосочка такая от ушка до ушка с сатинированием, очень прилично сделанная, и дальше узенькие, такие аккуратные, элегантные ушки у этих часов. А потом уже идет безель и купольное стекло. И в профиль, ну, посмотрите, да, такая летающая тарелка и очень-очень-очень невысокие часы, с учетом того, что здесь водозащита аж целых 200 метров. Ну и циферблат. Ну, циферблат хорош. Мне нравится, что Luminova они подобрали в тон циферблату, и выглядит здорово. Прям реально круто. Ну и стрелки здесь, зеркальная полировочка. Ну, красотулечка. Сейчас, конечно же, надо глянуть макро, но перед макро... Хорошо. Приятный. Приятный здесь безель. Приятный безель. Легкий, удобный. Вот эта вот насечечка здесь, ну, просто идеально, знаете, вот... Как шелк, вот прям гладишь ее пальцем, и все аккуратно, все супер. Так, значит, вот она та самая текстурка, песчаная, тут как бы еще и песочек сверху. Кстати, да, они сделали по-своему эту текстуру, не так, как другие бренды, здесь тоже интересно в своем стиле. Стрелки очень приятные, симпатичные, и в целом циферблат мне очень-очень нравится. Все прям красиво вылизано, идеально сделано. Ну и по корпусу, как и обещал, здесь тоже все на уровне, ребятулечки. Хорош. Браслет тоже хорош. Ну что, пишите в комментариях, как вам эта модель. Слушайте, мне нравится. Мне вообще нравятся вот эти вот текстурированные циферблаты, и здесь классно сделано. Да, с одной стороны немножко в хамаш, с другой стороны циферблат, ну, вполне себе такой вот по текстуре свой. Так что прикольно. Мне нравится. Модель, мне кажется, весьма удачная. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.